and Europe is being put back together in a very conservative way. The Jesuits are brought back into worldwide existence. В 1814 году при сыне Наполеона Бонапарта только происходят какие-то изменения, последствия, и таким образом иезуиты снова возвращаются в свой статус. Once the Jesuits returned in 1814, they had very little money, they had been through a terrible time, and in a very human way, very many of them became very conservative educationally. They were no longer daring. И когда в 1814 году иезуиты вернулись, и они прошли трудные времена, и находились в плохой форме, в плохом состоянии, и не имели средств, и многие из них, они отличались такой консервативной формой, то есть уже больше не осмеливались предпринимать шаги какие-то. There was a long period of conservatism and even rigidity in Jesuit education. И в иезуитском образовании существовал долгие годы, долгое время консерватизм, даже такая вот строгость. But in the late 20th century, Jesuit educational history entered a new phase, and in my view, once again, has become quite dynamic and creative. Но в конце 20 века история иезуитского ордена приобретает новое рождение, как бы, и я бы сказала, что сейчас набирает большую динамику. But today, whether we're Jesuit educators or simply other educators, there are some new challenges when we use sound in our educational system that are simply things that have never been here before. Но сегодня, независимо от того, будь то иезуитские деятели образования или другие деятели образования, сталкиваются с такими современными вызовами, когда нам приходится применять новые формы в системе образования, которые раньше не использовались. I will touch on just two of these very large challenges that I think educators face. Я упомяну два из главных, основных вызовов, которые, на мой взгляд, с которыми, на мой взгляд, сегодня сталкиваются деятели образования, сферы образования. In the 16th century, all the major sonic events that our ancestors experienced were public and generally outdoor sonic events. В XVI веке все звуковые события, о которых знали наши предки и в которых они участвовали, они все были внешними, то есть происходили где-то вне стен. When we share music Например, когда мы музыкой делимся с кем-то, with our smartphones, we're doing something completely different from when Francis Xavier walked through the streets of Goa ringing a bell, trying to get children to follow him into church. Когда мы сегодня, например, включаем звук на своих смартфонах, то это несколько иной пример, чем, например, Франциск, когда проходил по улицам Гоа и звонил в колокольчик для того, чтобы собрать детей. Sonically conveyed learning is deracinated, disconnected from its sources, and it's frequently experienced now in complete solitude. И звуковое сопровождение и познание через него сегодня отличается от своих источников и часто переживается в одиночестве, как бы в изоляции от других людей. And of course, interaction with the source of sound is often very one way. И, конечно, тоже взаимодействие с источником звука чаще всего оно происходит односторонним путем. If you end up smiling at my talk, if you look at it on YouTube, если, например, вы улыбнетесь в этой моей теме и потом посмотрите в YouTube, or laughing at, или посмеетесь, I won't laugh back because I won't know. It'll be fundamentally unlike this exchange. Когда вы будете в YouTube смотреть и смеяться или улыбаться, то в ответ я не смогу вам улыбнуться. То есть это будет вот происходить все односторонним путем. This is not a trivial difference. И это не маленькое отличие. And I'm not saying this because I'm in any way opposed to technology. И
Я говорю это вовсе не потому, что я тем или иным образом противлюсь современным технологиям. The second great change in sonic learning that I want to touch on today is the shift in reference points. И вторая большая такая сложность, которая происходит, или вызов, я бы хотела который упомянуть, что... Bottom of 11. Shift in reference points. Это переход в главных моментах. While the old Ratio curriculum was somewhat fixed, every performance was unique and different, just like every musical performance is in some way unique and different. В то время как в древней иезуитской школе все было стабильно, зафиксировано, и происходило какое-то публичное выступление. Every performance of a speech or the reading of a poem had some unique qualities that would only occur in that performance. Каждое публичное представление было уникальным, то есть несло в себе какие-то уникальные черты. Оно было только вот один раз и дальше уже не повторялось. Today, speech acts and music are available as recordings, and any sonic event can be repeated an infinite amount of times. Сегодня же мы видим эти звуковые события в записи и можем прослушивать их и просматривать их много раз. Every time the computer makes a Russian word for me to try to learn, it is exactly the same sound. Каждый раз, когда компьютер мне предлагает запомнить очередное русское слово, то оно всегда он произносит один и тот же звук. And because it is always the same sound, the implication is that it is the perfect and ideal rendering of that sound. И поскольку звук всегда один и тот же, то он является идеальным воспроизведением или идеальной передачей вот того, как то или иное слово должно звучать. This phenomena of infinite repetition becomes particularly important in the business of naming. И это явление такого вот повторения, оно также имеет большую важность в деле присвоения имен. Many DJs, hip-hop artists, and other people repeat phrases which are then heard multiple times electronically. Многие диджеи, исполнители стиля хип-хоп, они повторяют одни и те же фразы, которые потом слышны повсюду. It remains for us as human beings to argue whether those choice of words that the DJ or the hip-hop artist used are meant ironically or as insults or perhaps as both. И потом, когда мы слышим вот эти вот фразы, и тогда люди начинают размышлять над тем, как это было сказано, и вообще нужно ли это нам. И было ли это сказано с иронией, или, может быть, вообще унизительно для нас звучало, а может быть и так, и так. What does this have to do with Jesuit education? Каким образом это связано с иезуитским образованием? I would say, one, Jesuit education has in the past and can continue to point out that naming is a moral act. Я бы сказал так, что иезуиты, как и раньше, так и сейчас, они могут продолжать говорить, что присвоение имен имеет в себе нравственный поступок. In addition, the Jesuit tradition of learning languages in a social context, I think, remains very valid and important. Кроме того, я думаю, что изучение языков в иезуитской традиции, а также социальный контекст также представляется очень важным и сохраняет свое значение. Coupled with this phenomena is the importance of collective experience. И также, что важно в этом явлении, это важность сбора опыта, накапливания опыта. Not long ago, I was standing at the front door of the University of St. Andrew's Library in Scotland. Не так давно в Шотландии я стоял перед дверями университета святого Андрея. Right next to the front door was a tower with a clock and bells in it. Рядом с главным входом находилась башня с колоколом. The students are waiting to enter the library, as I am.
и часы там были. И ученики выходили точно так же из библиотеки, как я. 1 minute before the library opens, the bell begins to ring. Ожидали входа, точнее. И за 1 минуту до открытия библиотеки звонит колокол. Not one student looked up. И ни один из студентов не посмотрел на него. They all looked at their То есть они посмотрели на свои technology на as the sound of the bell filled the space. когда звук колокола наполнил все пространство. I am not suggesting that that is a bad thing, Я не говорю, что это что-то плохое, but it is a new thing. но это что-то новое. And it may be a very important thing for education. И может быть очень важное для образования. If a student or anyone else is figuring out where they are and when they are based on an object in their hand, Если студент или вообще любой человек определяет, где он находится, и когда он находится, только лишь по предмету, который в его руках, rather than from an overwhelming sound or a very imposing architectural form right next to them. нежели по обстоятельствам или, например, по предмету архитектуры, который находится рядом. The privatization of time, Приватизация времени. experienced in measured units, Опытные и измеренные единицы. is something that is only a few hundred years old. Приватизация времени, простите, проявлялась в измеренных единицах, и вот этому явлению только не так много лет. This privatization of time also has implications for an institution such as the St. Thomas Institute. И приватизация времени также имеет применение и для такого института, как Институт святого Фомы. How does one's experience of being part of a community such as this institute change through the isolation or the elimination of our awareness of other sonic experiences, including the sonic experience of time? Как же опыт человека, он является частью общества, например, вот такого как института, меняется через изоляцию или через вообще удаление какого-то коллективного звукового восприятия времени? Where does community grow stronger in this new sonic world in which we're living, and where does it grow weaker? How is the goal of cura personalis affected? И в чем общество вообще тогда растет сильнее или становится слабее в этом новом звуковом мире? И каким образом тогда цель понятия cura personalis воздействует? And rather than me offering more words behind those questions, I think we should turn to the students for the answers. И я думаю, что теперь можно обратиться к студентам, чтобы они задали свои вопросы, нежели мне предлагать еще больше слов по данному предмету. Finally, И, наконец, to conclude, the Renaissance cities in which the ideal of the ratio was born have been described as themselves musical instruments. в заключение добавлю, что города эпохи Ренессанса, в которых идеал рацио родился, сами по себе описывались как музыкальные инструменты. Urban spaces were filled with the sounds of individuals and groups. Городские пространства наполнялись звуками отдельных людей и групп людей. Musical instruments that could be identified and named by their residents. И музыкальными инструментами, которые жители города могли определить и назвать. And I'll step away from the text for just a sentence. In Florence, in the 16th century, every gang, every group on the street had its own battle cry. В XVI веке во Флоренции каждая группа, каждая музыкальная какая-то группа имела как бы свое такое поле битвы. So you could stand in the city and know who was going to fight whom, where, and probably when, just standing there. То есть
видя человека, стоящего на каком-то месте, можно было сразу определить, кто будет драться и с кем будет драться, и даже когда будет драться. То есть только лишь из-за того, что увидев на определенном месте человека. In a similar way, a Renaissance church could be read like a book. Its inscriptions, symbols, and representative art told a story that was reinforced by the sounds that you would hear when you were within that space. Точно так же и можно было церковь эпохи Ренессанса прочитать как книгу. То есть определенные там были надписи, какие-то символы, произведения искусства были представлены в нем. И все это складывалось в таком звуковом ковре. So, I would like to end by respectfully posing some questions to my hosts. И я бы хотела закончить тем, что задам с уважением вопрос к принимающей меня стороне. What sort of musical instrument is the St. Thomas Institute? Какого рода музыкальный инструмент представляет собой Институт святого Фомы? Do you like how it sounds? Нравится ли вам его звучание? Who is playing it? Кто играет на нем? How is this space read? And if the St. Thomas Institute were a book, И как читается это пространство? Если бы Институт святого Фомы был книгой, what would it say and who would want to read it? что бы она говорила и кто бы хотел ее прочитать? The answers to these questions are not set in stone. Ответы на эти вопросы не написаны на камне. You can shape them using both the older physical settings that the framers of the Ratio took for granted and the new electronic tools that seem to morph and multiply day by day. Вы можете сами сформировать их, используя и более древние физические пространства, которые брали как задолженное сторонники Рацио, и новые электронные инструменты, которые такое ощущение, что они прямо на наших глазах растут и умножаются. I can't even guess what forms these answers might take or how long they will remain valid, but I'm certain that the first Jesuits would not have hesitated to take up these challenges in the same way that they pushed the envelope with their innovations in pedagogy and performance 400 years ago. And I hope in a similar spirit you will do the same. Я даже не могу догадаться, какими могут быть эти ответы и насколько они могут оставаться действенными. Но я уверен, что первые иезуиты не поколебались бы, чтобы взять на себя, принять на себя эти новые вызовы точно таким же образом, как если бы они просто толкнули этот конверт со своими инновациями в педагогике и представлении. И надеюсь, что точно в таком же духе поступите и вы. And with that, I will end my psalmic performance and thank you very much for your patience and attention. И на этом я закончу свое звуковое представление. Спасибо вам большое за внимание.